Итак, сразу после новогодних праздников мы решили съездить экспромтом в Армению. Выехали ночью, но чтобы встретить больше рассвета в дороге, и скучно точно не было. Да, навигация не работает, и мы здесь стоим теперь недалеко от Воронежа. Так мы ехали почти 2 суток из холода в тепло. Жарко лето. Весна. В пути вернулись обратно в холод, если точнее в горы, где много снега. На смотровой площадке. Сколько потратили в дороге? 5000. С какими приключениями мы доехали и с чего начали наш отдых? Как говорится, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз послушать. Ссылки на предыдущие серии в описании. Вау. Спросили мы у местного жителя там на остановке, что это за портреты. Оказалось, что эти портреты появились совсем недавно в связи с событиями в сентябре 23 года, когда обострился этот вооруженный военный конфликт в Нагорном Карабахе. И, в общем, это молодые ребята, которые, как сказал местный житель, погибли там. И, в общем, они как национальные герои, да? Да. Вроде вот так вот. И их портретов по городу очень много. И они появились недавно. Вот такая вот информация. А еще хочется сказать, что Ереван, в частности, особенный город. Он и так построен на холмах, а здесь еще очень много лестниц. Мне кажется, армяне, проживающие в Ереване, они такие физически подготовленные люди. Поэтому это очень здорово. И правда, жизнь в городе, где много подъемов и спусков, порой от пешехода требует сноровки. Так, не заметив для себя, мы подошли до одной из самых известных точек Еревана – Каскад. У подножия есть труды китайского художника, известного южнокорейского художника, и эта скульптура, например, сделана из остатков покрышек. Прыжок антилопы художника из Великобритании, пират, работа художника из США. Тут есть работы колумбийского художника, который любит, судя по всему, пышные формы. Или вот его работа «Римский легионер». В Риме, конечно, такого не встретишь, а тут, пожалуйста. И еще одна работа, известная, кошка, точнее кот Ботера. Одна из его копий, кстати говоря, находится в Барселоне, в Испании. У подножия каскада много интересных композиций, и все мы их, к сожалению, не успели снять. Но что точно, так это то, что мы были очень довольны, что попали сюда, и нам удалось здесь прогуляться. Интересное ощущение, конечно, во время прогулки рядом с творениями мировых деятелей искусства и их достопримечательностей. Приятно, что сами скульптуры находятся в отличном состоянии, но нам предстояло подняться по лестнице.
Подниматься своими ногами по лестнице стоило того. Да и по городу гулять. Пешком нам тоже очень интересно. Хотя порой мы используем самокаты, как, например, в сериале про Брест, ссылка вверху. Все же мы часто ходим пешком. Почему? Это еще и полезно, потому что съемка – это наше хобби, а основная работа – это создание и продвижение сайтов. Преимущественно это каталожные или интернет-магазины. Хотя эта тема неоднозначна для большинства наших зрителей, но все же может быть начать с анализа вашего сайта, так называемый аудит. Это глубокий анализ сайта на предмет поиска технических ошибок, оптимизационных, а также поиска точек роста, для того, чтобы ваш сайт мог работать. По результатам такой проверки вы получите ясное и четкое представление о том, что творится с вашим сайтом. Вы увидите, где нужно что-то исправить или поправить для того, чтобы сайт был по-настоящему рабочим. А ведь рабочий сайт в поисковой выдаче – это настоящие живые посетители. А живые посетители приносят заказы и приносят заявки. Поэтому зрителям и подписчикам нашего канала мы сделаем такой аудит совершенно бесплатно, то есть 0 рублей. Оставьте свой вопрос или заявку в контактах, которые мы указали в описании в нашем канале или в описании к этому видео. Ну а сейчас гуляем дальше по Еревану. На наш взгляд, грандиозное архитектурное сооружение, которое обязательно стоит посетить. Да, преодолев 740 ступенек, оттуда открывается потрясающая панорама Еревана. Но мы ж типичные туристы, которые не знали одну хитрость. А оказывается, здесь есть лифт. И подняться на этот монумент можно с помощью эскалатора. Но мы, кстати говоря, посчитали, сколько ступенек у тебя получилось? 553. 553 ступеньки получилось. Но это не до самого конца, да? Да, вот это вот построено до конца. Ага. В общем, вот так вот. К сожалению, вроде бы погода солнечная была, но увидеть Не видно. гору Арарат мы, к сожалению, не увидели. Вот. Но зато размялись физически. Вернее, остановиться можно на промежуточных уровнях, и там есть двери. Мы сначала не поняли, куда эти двери ведут, думали, может, в магазин или еще что-то. На самом деле, внутри находятся вот эти эскалаторы. И здесь слева видно еще лестница. Это как раз на тот случай, если, может быть, погода ненастная, дождь, но хочется пройти туда наверх посмотреть. Поэтому... Или кто-то не может идти, устал, тяжело. Да. Выходишь, кафешечки сразу. Ну, вот так вот просто. И без физических упражнений спустились мы вон оттуда. Как Слушай. тебе ощущения? Не, Как? нормально. Хорошо. И, кстати, интересный момент. Вот эти, как они называются? Ну, вход, где расположен экскаватор. Эскалатор, да. Да, вовнутрь здания. Получается, они бесплатные, денежки не надо платить. О, Ну, или как драхмы, то есть. драмы? Драм. Да. Не платят. Ну, в общем, да, они бесплатные. И интересно, там, ну, вот какой-то мини-музей получается, да? Но, наверное, не везде бы это все дело делали бесплатно. Ну, да. Вот. А так, в общем, это даже очень, очень даже неплохо. Нам понравилось. Это просто, да. Так что, если даже какая-то непогода, то можно туда дойти, подняться, посчитать ступеньки или на эскалаторе проехать. Короче, удобное место для посещения и вообще, вне зависимости от того, какие физические возможности есть. Вообще классно, Да. супер.
Тема еды в Армении одна из самых приятных, поскольку все очень вкусно. Например, одним вечером мы решили зайти в это кафе, что находится рядом с главной площадью. Мы даже не обратили внимания на его название. Посмотрели, что там есть люди, и рискнули. Ну и риск оправдался. Мы остались довольны и порциями, и вкусной едой, и ценами. Где еще так попьешь армянский настоящий кофе С армянским шоколадом. с армянским шоколадом? Вот так вот на улице просто. Да, вот так вот. Сюда и туда. Кофе взяли там, а шоколадку взяли вот здесь. Ну, вот так вот выпечка, и в порядке вещей вот такая вот история с бельем. Это значит, что где-то здесь рядышком есть косметический салон какой-то. А 2 пирожка еще вот здесь вот джемом и вот этот. Или вот здесь вот они. Просто мы еще армянский не выучили. Так. А можно сюда положить? Да, ничего страшного. Все, а это туда, да? Чек. Окей. Все, спасибо. В один из дней, точнее утром, мы решили позавтракать и зашли в кафе, которое, нам попалось на глаза, а тут все было непонятно. Много столов, залов, еще больше еды и несколько касс. В общем, потом с этими чеками бегаешь и собираешь еду. Вот здесь, смотрите, мне 1 000 000 чеков надавали. Я еще армянский не выучил, поэтому... Вот это тоже ваш? Не-не-не, это не мой. Вот я принес сейчас. Парень в отделе оказался дружелюбным, впрочем, как и весь персонал. Вот капучино какое, это наши чайки. Окей. Капучино и какао, да, у вас? Да. Окей. А это особое место во всем кафе. Что нас удивило? В некоторых кафе и ресторанах, например, есть сцены. Там для артистов, для танцев, для оркестров. Встает. Одним словом, то, что привлекает внимание и одновременно создает особую атмосферу во время приема пищи. Да, обычного приема пищи. Я считал, всегда обычно в них приходят под вечер, как особое время для отдыха, после работы, в конце рабочего дня. А тут с самого утра ты попадаешь в такую атмосферу. При входе оно выглядит, как обычное кафе, с большим залом, столиками, однако настоящий процесс выпечки находится в глубине. Кажется, нас заметили. Так вот, разве это не делает это кафе по-особенному привлекательным? Нам показалось, что оно помогает чуть больше погрузиться в местный колорит приготовления еды. Но мы взяли из знакомых только кофе и то капучино. Рассказывай. Вот это, что это такое, мы не знаем, но в общем... Скорее всего, как мусс. Что-то взбито, а сверху крем. Да. Вкусно. Как? Вкусно. Вкусное? Шоколадное? Да. А какао? Вкусно. Тоже вкусное? Да. Вот здесь вот, мы точно знаем, это пахлава. Вот это пирог с джемом какой-то армянский. И вот это вот еще штука, в общем, не знаю, на армянский лад какой-то. А вот это взяли капучино армянский. Ну и как на вкус? Да? Супер. Но по поводу армянского капучино, он чувствуется не наш капучино, к которому мы привыкли. Он что ли какой-то такой крепкий. Да? Такой сладкий, приятный вкус, не приторный, да? В меру сладкое.
Ну, в общем, за все это мы отдали 3850. Ты же говорил уже. 3850 грамм. И это отдельная тема. Сразу говоримся, что в силу ограниченности по времени мы не смогли посетить все места, которые хотели бы. Мы успели прогуляться преимущественно в центре Еревана и посетить некоторые места, не связанные с религией, которые, кстати, не так просто найти на просторах интернета. Сразу скажем, что светский Ереван нам очень понравился. Люди, а точнее их качество, к примеру, сотрудники полиции, очень тактичные и очень привлекают нас. Здесь они занимаются организацией движения, постоянно включены люстры и... Да, очень много и подолгу свистят. Это точно привлекает внимание. Может, на это и рассчитано? На сложных участках дороги это помогает избежать проблем. Так, если вернуться к людям, то часто можно встретить такую картину. У водителя заглохла машина посреди дороги. И не один раз мы видели, что в числе первых помощников оказывается именно сотрудник дорожной полиции. Сотрудники полиции местные стоят, но интересно, у них форма у всех разная. И это немного путало нас, как приезжих. Но, возможно, это просто разные подразделения. Ну а в остальном обычная жизнь и обычные трудности. Заметно, что нет никакой спешки на улицах, хотя это был рабочий день. При этом они проявляют интерес к другим и желание помочь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Спасибо, Всё хорошо. нормально? Да. Так, Всего так. доброго. Как обычно я не снимал. Просто ребята такие проезжали, говорят, как дела? Говорит, все хорошо, все отлично. Пожелали хорошего вечера и дня и уехали. Вот этим не скажу, там ничего нет. Кстати, Давай в пальто, кстати, а он в куртке пусть будет. Или вот еще случай. Поменяем В чуть-чуть. этот же день, когда ребята занимались съемками, вдруг из проезжей мимо машины добрые люди тоже интересуются, все ли нормально. а что он спросил? Он просто хотел спросить, все ли хорошо, я ему говорю. Ну вот второй раз. Я, конечно, чуть Добрые пораньше, тут но не люди. успел. Приезжайте в Армению. И такие качества очень нам нравятся. Да, они и просто привлекают. Но о жизни армян мы еще поговорим, и в снежные горы еще сгоняем. Это будет чуть позже. А сейчас, пожалуй, одно из важных и главных мест. И это тоже, по сути своей, достопримечательность. Для светского туриста, во всяком случае, того, кто любит коньяк. Ну, вот так вот прогуливаясь, дошли мы до интересного места. Вот там вот завод, где он? Вот он. Завод коньячный Арарат. А напротив, вот здесь вот завод Ной. Сейчас попробуем узнать, что тут насчет, как она называется, экскурсия. Да. Вот, посмотрим, может быть получится. В центре идем, гуляем. Короче- Очень интересные здания. Они огромные. И вообще не портятся. Вопрос, куда мы сейчас идем? Сейчас идем, попробуем на экскурсию попасть. Да. Идем, вот эта стена, это что? Завод. Завод. И вот пока ты тут идешь, ощущаешь себя каким-то, ну, вот видно, они такие здоровые стены. Да. В общем, в каком-то древнем, я не знаю, царстве. Такие стены огроменные просто. Гниное. Гниное, да. Это, кстати, стены коньячного завода Ной. — 877 год. Ну вот. Короче, не попали мы на экскурсию. Время сейчас уже начало 4, а экскурсия здесь проводится до 3 часов. Ну, всю информацию по поводу экскурсии и цен мы приложим вот здесь вот.
Ну, в общем, мы в небольшом таком замешательстве. Пешеходных переходов тут нету. Как перейти к заводу? Вот там вот, когда машины останавливаются, люди перебегают. Но вот я не знаю, сомнительный этот способ, с учетом того, что как здесь обычно по-армянски водят. Поэтому будем искать какой-то приемлемый способ, как попасть туда. Ну, в общем, местный житель сказал, что нужно идти вон туда, до конца. Там есть подземный переход. И мы потом перейдем на ту сторону. Нарушать мы, конечно, не будем. Пойдем посмотрим, где этот подземный переход. Фух, ну, что хочется сказать. Таки одолели мы вот это вот, как у нас принято уже называть, убийца калорий, да? Сколько-то тут опять ступенек, несколько раз по 15 секций. И наконец-то мы добрались до завода Арарат. В общем, что хочется сказать. Как сюда... мы были вот там вот у Ноя, прошли по этой стороне. И вон туда, дальше, есть подземный переход. И по подземному переходу уже пришли вот сюда. Вот сюда. То есть не так просто. Здесь, как видно, нету нигде подземных переходов. Поэтому, если сюда соберетесь на экскурсию, то вот имейте это в виду. Парковок здесь тоже в ближайшей округе мы не видели. Вот. Ну вот, движемся по указателям. Вроде бы туда. Сейчас посмотрим. Вот так. Ну, в общем, на экскурсию в музей Арарат мы сегодня опоздали. Да. Хотя они работали, мы пришли уже, нам сказали, что 15 минут назад группа на русском языке уже ушла. Нам предложили ее догнать. Но мы воздержались. Вот. Снимать, фотографировать можно, на видео снимать нельзя внутри. Ну и мы решили не нарушать, скажем так, установленный порядок. Если нужно снимать видео, то визиточку я сейчас приложу. Можно будет предварительно с ними договариваться об этом и на экскурсию. Поэтому вот такие вот дела. Ну, идем дальше. Ну, в общем, на видео это будет буквально несколько минут. На самом деле прошло, наверное, около часа. Дядечка нас немножко ввел в заблуждение. Ну или мы недостаточно понятно объяснили. В общем, к заводу Арарат можно попасть не обязательно описывать тот круг, о котором мы говорили. Вот есть с этой стороны спуск, а вон с той стороны есть подъем. Собственно говоря, вышли, и вот там вот есть пешеходный переход. Перешли и попали. Вот так вот. Теперь это точно.
Так классно. Она получает. Ну, я Место. так понимаю, какая-то сцена. То есть, может, что-то проходит, какие-то мероприятия. Ну и парк отдохнуть, погулять. Ну да. Так интересно. Лестница какая-то. Ну, в общем, и дорожки здесь так сделаны, какие-то интересные. Вон бегают даже люди. Да. Спортом занимаются. Короче, так вот продолжаем гулять дальше. Эвакуация проходит здесь достаточно быстро. Такие в Америке используют, по-моему. Подъехал быстренько, колесики подцепил и все. Так вот гуляешь на улице, вроде бы чисто. Даже есть вот такие вот интересные агрегаты. Но самое примечательное, что они целые, да, я так понимаю, они даже рабочие. Вот. Что для нас, например, непривычно, потому что такие вещи обычно ставят такие, они антивандальные или там, я не знаю, разбитые. Но здесь вроде бы прям даже так приятно. Тоже, как и в Ереване, видно здесь портреты на домах нарисованные. Ну, все это связано вот с обострением ситуации. Есть тут машины вот с такими номерами. Видно, они отличаются от обычных армянских номеров. Вот это как раз номера Нагорного Карабаха. Вот. Ну, кстати, одна из причин, почему мы тоже остановились здесь, в Раздане, потому что непростая ситуация в Армении вообще с жильем сейчас, со свободным, потому что в связи с конфликтом много жилье было занято, ну или сейчас стоит очень дорого. Поэтому, чтобы немножко сэкономить средств в нашей поездке, вот мы остановились здесь, в этом городочке. Здравствуйте! Хотел спросить вас, как местного жителя, вот какой подарок лучше привезти, Арарат или Ной, коньяк в подарок?